Приветствую вас на канале Тайны чисел. Канал, посвященный нумерологии, психологии, эзотерике. И в этом видео я буду разбирать самопровозглашенную главу Лиги безопасного интернета Российской Федерации Мизулина Екатерина Михайловна. И также не забывайте, что все, что будет сказано в этом видео, это исключительно фантазия моя и плод моего воображения, и ничего общего с реальностью не имеет. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Итак, приступим к ее разбору. Мизулина Екатерина Михайловна родилась 1 сентября 1984 года. И мы можем смело утверждать, что вибрация рождения у нее это число 5. Пятерка нам говорит о том, что это очень незаурядный и творческий человек. У человека преобладает очень большое количество интеллекта, и эти люди очень подвижные, беспокойные и переменчивые из всех обладателей других чисел. Этот человек отличается оригинальностью, нетерпеливостью и импульсивностью, как в мыслях, так и в действиях. И человек готов всегда познать и пережить все неизвестное, необычайно новое. И этого человека также привлекает все, что несет в себе свободы и перемены. Такой человек не будет искать утешения или убежище в прошлом. Они живут сегодняшним днем и всегда устремлены в будущее. Такой человек также всегда жаждет приключений и новых каких-то впечатлений. Человек обладает необычайной способностью усваивать новую информацию. То есть он схватывает на лету все, как основную идею, так и все возможности и возможные тонкости того или иного вопроса. Ну, при этом человек довольно очень переменчивый и интересуется всем на свете. И внимание, как правило, направлено на сразу несколько объектов, что очень плохо для концентрации на чем-то одном. То есть он теряет концентрацию. И поэтому человеку нужно научиться концентрироваться на чем-то одном и максимально использовать свои многочисленные достоинства. Но опять же, если такому человеку удается все это сделать, то любая цель ему будет достижимой. В противном случае просто растеряет свои огромные возможности, которые представляет данная вибрация. Также носители данной вибрации люди очень нервные, очень беспокойные, очень импульсивные. И они очень мгновенно и остро реагируют на всякого рода раздражения. Человек вечно спешит и хочет быть всегда и везде. И также хочет быть там, где что-то происходит, всем интересуется и все хочет знать. И также хочет проверить все на своем опыте. Человек очень жизнелюбивый и очень придерживается своим внутренним принципам. Довольно романтичная натура и с виду выглядит очень самоуверенным, даже высокомерным. Но за вот этой высокомерностью и робостью прячется очень большая робость. И также необходимо понимать, что человек далеко не тот, кем он может казаться на публике. Также можно сказать, что человек слишком бывает легко возбудимый и чересчур восприимчивый, и их реакции на какие-то раздражители бывают часто инстинктивной и непредсказуемой. Без всякого рационального, понятного окружающим повода человек может совершать какой-то резкий переход от самой глубокой эйфории к самому мрачному отчаянию. Очень необычайно интенсивно воспринимает и переживает все, что происходит рядом с ним. Также человека, можно сказать, душа скитальца и сильное чувство независимости. Сопротивляется всякого рода ограничениям, поскольку нуждается в ощущении свободы, чтобы иметь возможность побывать везде и всюду. Скажем так, как цыганская такая натура, быть везде и всюду.
Также людям, которые будут жить с таким человеком, нужно принимать их такими, какие они есть, чтобы удержать их при себе. В противном случае быстро разорвут отношения, сдерживающие их путы, скажем так, и просто люди разойдутся. Их вот эта переменчивость, да, вот этой пятерки, это говорит о том, что это источник их внутреннего беспокойства и огромного воображения, и исключительной чувствительности к внешним раздражителям. Человек обладает динамичным и творческим восприимчивым умом, чувствует себя прекрасно везде, где есть порыв и движение. Также бывает, что живет в окружении своей какой-то свиты, поклонников, почитателей их талантов. И на самом деле неудивительно, потому что человек имеет очень яркую индивидуальность, которой обладают пятерки. Но опять же, те, кто с ним знаком очень близко, могут ощущать на себе перемены и внезапные смены настроения. Иногда даже это может быть и какие-то агрессивные выпады и жестокие поступки, которые ранят самое сердце. Какие-то насмешки, упреки. И поэтому в этом плане им очень сложно. Также можно отметить, что у человека очень благородная душа, и долго зла он не держит. А выпады чаще вредят самой пятерке, нежели тому, кого она оскорбила. Вот так назовем это. И они очень восприимчивы к прекрасному, интеллектуальным вопросам и к искусству. Человек пытается стараться развиваться духовно, но обычно его ничего полностью не отделяет. Старается все понимать и во всем участвовать, однако ни во что не вовлекается эмоционально и не привязывается ни к каким делам и ни к людям в том числе. Скорее, человек очень холодная и равнодушная натура, и они не подпускают к себе кого-то близко, чтобы их эмоции не взяли верх над человеком. Также, человеку не свойственна мстительность, злобность или злопамятность. Напротив, таких людей очень легко оскорбить, обмануть или предать их доверие. Обычно можно сказать, что пятерки – это люди довольно дружелюбные, воспитанные, довольно симпатичные и легко приспосабливаются к окружению. Там, где появляются вот эти люди, всегда царит движение, активность, всеобщее воодушевление, и можно не сомневаться, что там будут всегда происходить интересные события. Люди, рожденные под влиянием этой вибрации, обычно ведут жизнь гораздо более интересную и более увлекательную, чем другие представители. И они не смогут позитивно использовать свою огромную энергию, если они перестанут существовать вечно неудовлетворенными и вечно недовольными собой, непонятными для людей, даже агрессивными какими-то выпадами. Натура таких людей не выносит однообразия рутины, которая активизируется деструктивными силами. И если человек с этой вибрацией ни на что не растрачивает свои эмоции, они становятся очень несчастными и беспокойными в этом мире. Также это происходит, когда человек перегружает себя какими-то обязанностями, указаниями и стесняет при этом свою свободу. И в этом случае они становятся довольно робкими, молчаливыми и даже мрачными отшельниками. Человек, который не умеет контролировать свое поведение, он не может контролировать свои импульсы. И если это случается, то он не сможет воспользоваться своими многочисленными достоинствами и превратиться в человека отчаявшего и проигравшего свою жизнь. Используют также представители этой вибрации, используют свою смекалку, свое красноречие для того, чтобы обмануть или использовать других людей в своих корыстных каких-то собственных целях. И человек в погоне за новыми эмоциями, впечатлениями также может стать жертвой распущенности, алкоголизма, наркотиков, либо каких-то азартных
игр. Человеку нужно научиться расслабляться и концентрироваться, и быть терпеливым. И поэтому качества могут соответствовать достижению успеха и высокого положения в обществе. Обладает очень яркой и быстрой реакцией, оригинальностью, активностью и подходом более творческого и творческим подходом к жизни. И поэтому нужно выбирать человеку профессию, которая не будет связана с какой-то рутиной. Человек очень хороший организатор и руководитель. Возможно, мог бы сделать карьеру в адвокатах, детективов, какой-то государственной службы, которые занимают высокие посты. Несет в себе очень необузданный темперамент, который может стать на пути к успеху, и если они не научатся им управлять. Вибрация дня рождения здесь у нас единица. Чаще всего это высоко ценящие себя эгоцентристы, интеллектуалы и впитывающие в себя очень много информации. Они обладают очень острым умом и присутствуют равновешенные, если есть вибрации, то человек, рожденный в этот день, обладает организаторскими способностями, и он может быть руководителем высокого чина, который конструктивно использует свои личностные качества. Но в противном случае человек может иметь проблемы с самоконцентрацией, самовыражением, и если он не осознает этого вовремя. Это нам говорит число вибраций, которое соответствует единице. Как я уже говорил раньше, что человек ненавидит рутину, однообразие и посредственность. Они очень разносторонние и оригинальны. И также такие люди обладают богатым воображением, и в них очень много скрыто внутренней энергии, что нередко выходит из-под контроля, и тогда человек становится очень нетерпеливым, очень нервным, очень импульсивным и даже порой склонен к необдуманным поступкам. Человеку не хватает выдержки, терпения и стремятся достичь результата немедленно, то есть здесь и сейчас. И поэтому лучше научиться контролировать свою внутреннюю импульсивность. Сильный характер и магнетизм, получаемые этой вибрацией, то есть здесь у нас 8, внешнее выражение, говорит нам о том, что они производят очень глубокое впечатление на окружающих. И такого человека очень уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочности и гражданское мужество. Человек прирожденный лидер, и он способен к достижению любой поставленной цели. Однако бывает так, что в сложных ситуациях выходит на поверхность его необдуманный и взрывной темперамент. Восхищение окружающих вызывает их коммерческая жилка и исключительный предпринимательский талант. А также, поскольку человек очень честолюбивый и не любит быть среднячком, то деловые начинания отражаются с полным размахом и смелостью. Но также человеку нужно уметь умерить свои непомерные амбиции, если он хочет наслаждаться жизнью полностью и будет гордиться своим результатом. При сочетании двух этих вибраций, число сущности и число выражения, нам говорит о том, что повышенная активность и любовь ко всему новому и прогрессивному, и в соединении с жаждой деятельности и огромными амбициями создают впечатление, что человек имеет огромный потенциал. И человеку, который имеет такую комбинацию, предоставляется шанс совершить в своей жизни очень великие дела, и которые могут помочь ему достигнуть славы. В то же время в этом сочетании можно четко просматривать порывистый темперамент холерика, и для него не существует никаких преград. Наоборот, риск и опасность являются для этого человека стимулом и побуждением к деятельности. Можно сказать, что человек имеет упрямство, высокомерность, неумение владеть собой и также излишняя торопливость.
У человека развито очень высокое чувство порядка, и его привлекает система менеджмента, и, возможно, может следовать сложному плану. То есть человек не тот, который может пуститься в любое путешествие без карты. То есть ему нужно на себя серьезные обязательства. Довольно надежен, ответственен, и в то же время человек презирает все нестабильное, все непрочное, все непредсказуемое, не любит неудобства, предпочитает надежность и проверенное, но свойства очень эти часто замедляют исполнение задуманного и вызывают разочарование, особенно если его ресурсы на пределе. Важно правильно понимать, чтобы оценивать свой труд. То есть задача подключать воображение и привлекать к работе более изобретательных людей, способных помочь в этом. Дальше мы можем увидеть, что у человека есть 3 таких кармических небольших урока. Человек должен быть более смелым, и необходимо преодолевать свои жизненные страхи, то есть использовать каждую возможность для приобретения опыта. Необходимо расширять свой кругозор и принимать участие в общественной деятельности. И необходима воля для адаптации и уметь приспосабливаться к новым обстоятельствам и преодолевать склонность к упрямству и суровости. Человеку нужно научиться доверять другим людям. Также необходимо уметь углублять свои знания в какой-то области, и у человека нет желания или решимости совершенствовать себя или таланты, которым он владеет. Также надо научиться не оценивать вещи по внешним признакам. И из-за поверхностного понимания важных вопросов человек может не получить удовлетворения от реализации своего истинного потенциала. Всегда старается выстоять свои идеалы, амбиции, желания и очень сильная возможность их удовлетворить. То есть человек очень конкурентоспособный, и он хочет всегда быть первым и лучшим во всем, что он делает. Энергичный, очень работоспособный, и даже порой может влиять на окружающих и доминировать над ними. Человек воин, лидер. И, как ни странно, бывают времена, когда человек не уверен в себе, особенно в детстве, если не обладает достаточной силой преодолеть эти обстоятельства. Мы рассмотрим квадрат Пифагора, и можно сказать, что человек может менять свои цели довольно непредсказуемо, экстренно, вдруг, внезапно, и часто его выбор абсолютно ничем не оправдан и необъясним. Желательно нужно поднимать свои цели по сильным цифрам психоматрицы. Что касается семьи, то человек мечется между сильнейшим желанием создать семью во что бы то ни стало и нежеланием это делать вообще. Поэтому необходимо использовать случай, иначе он долго и не заведет свою семью. Очень стабилен и окружает себя различными привязанностями и привычками, создавая вокруг себя стабильное окружение. Может быть немного замкнутым и занудным в своих обязанностях. Человеку очень тяжело принимать какие-то новые перемены и изучать что-то новое и прогрессивное. Самооценка у человека очень завышена, и даже перегрузка этого качества, что приводит к тому, что человек увлекается показанием себя и забывает об истинных своих способностях и занимает больше времени внешней формы, чем внутренним содержанием. Не достигает поставленных перед собой целей и, истратив весь свой пыл на мелькание перед толпой, которая восхищается их внешним видом. Дальше мы видим, что у человека есть проблемы со здоровьем, с интуицией, и человек абсолютно не приспособлен к физическому труду, и человек помнит, что ему нужно кормить семью, и, боясь этого в дальнейшем, начинает искать себе профессию по той оплате, которую предлагают. И в результате человек может отказаться от своей мечты ради стабильного
заработка, но если ему появится возможность не делать этого, то он особо упираться не будет, так как ему очень нужно кормить свою семью. У человека довольно развит талант в определенной области, и поговорим дальше подробнее. У человека имеется две единицы, обладает довольно мягким, достаточно податливым характером и при необходимости может проявить настойчивость и также постоять за себя. Довольно неконфликтный и легко идет на компромисс, если это не задевает какие-то его принципиально важные вещи. И обычно общителен и внимателен к собеседнику. Человек умеет слушать, но не терпит, когда его подавляют. Бывает так трудно выстоять свое собственное мнение и часто предпочитает промолчать, либо просто уйти от дискуссии. Бывает также и зависимо от чужого мнения. Человеку очень важна похвала, благодарность, одобрение общества и хорошее к нему положение и отношения. Очень низкий уровень здоровья, сказать даже ниже среднего. И дефицит проявляется в том, что человек на какое-то время может быть активным, а потом может просто сникать и погружается в апатию, в какие-то минорные настроения. Но потом, когда он восстанавливает свои силы, человек просто преобразуется и, можно сказать, как феникс из пепла восстает. И обычно избегает конфликтов и сложных взаимоотношений, которые требуют длительной и протяженной работы над этим. Обладает хорошей логикой, которая помогает человеку в жизни. Рассудителен, мыслит довольно четко, рационально, ясно. Обычно не сомневается в своих выводах и доводах. Время от времени логика может давать сбой и может чувствовать себя растерянным и даже не понимающим. В результате человек может менять часто сферы своих интересов, менять поступки, перемещаться от одних, скажем так, наук к другим, например, от искусства к политике и наоборот. У человека часто меняется даже настроение. Довольно выносливый, но опять же ее очень мало. То есть человек не способен к длительной физической работе и возможные срывы. Особенно такой человек очень трудно справляется с стрессом. Конфликты, напряженные отношения человеку противопоказаны. Возможно подверженность болезням, инфекциям, и если человека недостаточно, например, единиц и двоек, то ему будет трудно проводить какую-то физическую работу. Одна пятерка у человека говорит о том, что присутствует интуиция, но она не очень развита. То есть человек принимает какие-то правильные решения, но они не всегда бывают постоянными. И чаще всего человек ориентируется на свой внутренний голос и также на опыт других людей, которые они могут взять в пример и считают его успешным. И совершает очень много ошибок и может начинать задумываться о том, что, возможно, ему дана своя собственная судьба, отличающая от других. И тогда уже начинает слушать свой внутренний голос. Отсутствие шестерок говорит о том, что у человека почти отсутствуют амбиции, то есть он не стремится к признанию славы, к богатству, и, возможно, ему достаточно тех стимулов, которые у него есть. И также ему достаточно того, чем он успешно занимается. Такими стимулами может быть удовольствие от работы, желание приносить людям пользу. И если же такие альтернативные стимулы отсутствуют, то человек может погрузиться в лень, апатию и даже деградировать. Отсутствие семерок говорит о том, что человеку ничего не дается, скажем так, просто так. Человек постоянно трудится, и ему не дается ничего за даром.
Но труд и работа в этом случае как раз-таки дают хорошие плоды и всегда будут достойно вознаграждены. Человек в меру заботливый и довольно ответственный, но он не будет жертвовать собой ради других людей. Самоотречение такого человека не стоит ждать, и собственные интересы у него на первом месте. Если человек нашел себя в любимом деле, то он будет заниматься работой, которая не требует большой ответственности за других. В личной жизни от человека не следует требовать чего-то огромного и большого. Человек будет больше заточен на себя, нежели на партнера. Обладает очень хорошей памятью, и человеку удается легко. Как правило, у него очень хороший и широкий круг интересов, и может узнать и понять, увидеть очень много и легко запоминает. Возможно, такой личности нужно заниматься наукой, и ему хорошо даются языки и профессии, связанные с преподаванием, журналистика, переводчик, возможно, экскурсовод. То есть, даже если не достигает больших целей и высот в этой карьере, то жизнь его может стать очень насыщенной и интересной благодаря способности постоянно усваивать и узнавать что-то новое. Также мы можем увидеть здесь вектор следователя, и он может говорить о том, что в природе таких людей больше всего заложен скептицизм. То есть он действительно ничего не принимает на веру и должен сам все расследовать и убедиться. Скептицизм таких людей изначально выражает их негативное отношение к чему-то новому, но после того, как они проведут собственное расследование, то получат требуемые, на их взгляд, доказательства, их скептицизм трансформируется в страстную убежденность. Или же по итогам расследования они так и не согласятся с новой идеей, то они все равно принимают эту идею как свою. В природе такого человека заложено желание исследовать что-то новое, постоянно меняющееся. И, как правило, мировоззрение преобладает все-таки скептицизм, и они могут легко запутаться в своей жизни и стать пассивными, действуя только в ответ на внешние обстоятельства. Человек легко становится жертвой тревожного синдрома, который, в свою очередь, ведет к головным болям, другим проблемам нервной системы, например, болезни глаз, либо ушей. И волнение и тревога может провоцироваться неожиданными реакциями и приводить к несчастным случаям, которые чаще всего страдает голова. Такому человеку необходимы очень серьезные философские обдумывание и осмысление жизни, чтобы понять, что жизнь гораздо сложнее и богаче, чем он может понять с помощью 5 своих чувств. А в детях, рожденных с таким вектором, чаще всего проявляется как смена настроения. И если родители не поймут причину такого поведения, дети могут повернуть либо в позитивное, либо в негативное русло. И помощь таких родителей может выражаться по-разному. Но когда такого ребенка что-то расстраивает, то они замыкаются в себе, самоизолируются, и после этого они могут, восстановив свое ментальное и физическое здоровье, возвращаться к обычной жизни. Такой краткий портрет Мизулиной Екатерины Михайловны. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, какую личность вы бы хотели рассмотреть более подробно. И до новых встреч!